Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства, хотя в этот раз, скорее всего, не получится. Почему? Потому что я буду рассказывать вам о Mi Band 9, разумеется, глобальной версии. У меня уже китайская была, я на нее делал шортс. Что это такое? Это реально, наверное, самый популярный в мире браслет. У нас есть еще Huawei, которые тоже довольно популярны, и я бы сказал, что они на 100% конкурируют. В чем плюс данного браслета? В том, что он обладает безумной автономностью, в том, что у него очуменный классный экран, и он очень-очень неплохо уже отслеживает активность, но я напоминаю, что Xiaomi их стабильно допиливает. Если говорить конкретно о Mi Band'ах, можете посмотреть мой канал, я рассказываю, начиная с Mi Band 3 о них, и, кстати, на него инструкция по настройке тоже будет на канале, так что, если вы приобретете, я расскажу, как его подключить и что с ним делать. Ну, а основная его суперсила в том, что если вы хотите себе умные часы, до них я всегда советую купить браслет. Не обязательно его, я уже сказал, можно и Huawei-овский, но если вы будете его приобретать, примерно вот такая стоимость мной рекомендована. А самое приятное, что за 2700 плюс-минус в те же деньги и прошлые их браслеты торгуются. То есть они все время делают что-то лучше и постепенно делают дешевле. Опять же, все относительно. Вот это лучше, чем большинство умных часов, которые вы видите на рынке. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в такой же белой коробке из тонкого картона, как и 8-я линейка. На ней есть изображение, краткие характеристики и название модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам фитнес-браслет, руководство пользователя, ремешок и магнитное зарядное устройство с двумя пинами. Зарядка, к слову, подходит с 8-го бенда. И наоборот. Вес 15,8 грамма, габариты 21,7 на 46,5 и на 11,7 мм. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю смартфон Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал YouTube с колоколом, оставить любой комментарий осмысленный, больше 5 слов, и в этом комментарии указать свое имя в Телеграме, либо указать свое имя в Телеграме в описании своего канала. Подписаться на Телеграм-канал скидок, в котором, кстати, сейчас уже, наверное, постов 150, так как у нас идет распродажа в августе, и цены с каждым днем все лучше. Переходим к обзору. Поставляется Smart Band 9 в черной, серебристой, голубой и розовой расцветке корпуса. Ремешков на выбор большое количество, и, смотря рекламу, складывается ощущение, что Xiaomi продают не смарт-браслет, а украшения. Ну, так же, как в машинах стало, что не машины, а расходники к ним основной доход. Мне кажется, у Xiaomi такая же политика пошла. Крепление ремешков такое же удобное, как в прошлой линейке бендов, и все так же Xiaomi Smart Band 9 Global можно носить не только на руке, но и как подвесной кулон на шее с включенным специальным режимом на шее, или на кроссовках с режимом капсула. Но для этого необходимо докупать специальные крепления, и каждый режим заточен под определенный сценарий использования. Я одно могу сказать, что вот этот режим капсула, который на кроссовках, он был обкатан еще лет 5 назад, и, допустим, когда я его тестировал, даже когда упорно бегал, мне это было не особо интересно. Пару раз попробуйте и забудете. Хотя не факт. Средняя рама капсулы выполнена из алюминия с полуматовым покрытием, а тыльная часть все так же из матового пластика. В продаже можно встретить еще версию из керамики, но напомню, что 8-я версия была выполнена из пластика, так что по материалам плюс девятки. Стандартный ремешок выполнен из TPU, ремешок качественный, дискомфорта не доставляет. При носке Smart Band 9 не ощущаются, как и во время сна. За это мне и нравятся смарт-браслеты. На корпусе расположили надпись Xiaomi, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений и датчик внешней освещенности. Летим дальше. Экран установлен с диагональю 1,62 дюйма, AMOLED с разрешением 192 на 490 пикселей. Яркость по заявлению производителя до 1200 нит, по моим замерам в режиме фонарика 850 люксов, а в системе показывает 730 люксов. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстрее и корректнее, чем в прошлой версии, яркости достаточно даже при попадании света на экран. Экран слегка ярче, чем в 8-ке, но не намного. Частота обновления экрана 60 Гц, скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу очень удобно. Ко всему, сенсорный отклик у экрана отличный. Система HyperOS версии 2.2 работает быстро, и в плане возможностей и корректности работы бенды от Xiaomi уделывают большинство смарт-часов в этой ценовой категории. Ко всему, в отличие от Band 8, эта модель из коробки работает плавно и шустро. Хотя, опять же, по отслеживанию активности я бы, наверное, отдал первенство Huawei. Интерфейс доступен на русском языке с хорошим и не тонким шрифтом, но перевод не совсем корректный. К слову, шрифт что в китайской, что в глобальной версии одинаковый. Рамки и подбородок все так же на борту. Время до отключения
включения экрана максимум 5 минут. Функция «Постоянно включенный экран» активна, но можно настроить только до 20 минут. Также есть полноценный Always On Display с автоматическим режимом и режимом по расписанию. Стиль AOD зависит от установленного циферблата, но яркости экрану с включенным AOD по-прежнему не хватает. С включенным AOD включение экрана при поднятии запястья срабатывает без нареканий, как и без включенного AOD. Ко всему данную функцию можно настроить. Функции для выключения экрана накрытием и включением экрана зажатием на него отрабатывают корректно. Также можно поменять нажатие на свайп, чтобы не было ложных срабатываний. Пароль на Smart Band 9 установить можно. Ко всему есть режим Sony. Режим не беспокоит синхронизация этой функции на смартфоне. Далее, по свайпам с главного экрана все стандартно. Сверху вниз уведомления, свайп снизу вверх меню. Первый свайп слева направо панель быстрого доступа, а затем идут виджеты. К минусам отнесу то, что нет быстрого доступа к регулировке яркости экрана, а к плюсам то, что есть виджет с двумя приложениями на одном экране, что удобно. Сами виджеты легко персонализируются, ко всему можно сортировать приложения в меню, но только через приложение на смартфоне. В меню есть погода с подробным прогнозом, календарь, события с синхронизацией, задачи, которые можно добавить через приложение, секундомер и таймер. Для того, чтобы таймер работал в фоновом режиме, необходимо включить таймер, выключить экран, накрыв ладонью, и через 10 секунд на главном экране будет отображаться мини-иконка таймера. Далее есть музыкальный плеер для регулировки громкости и управления воспроизведенной музыкой на смартфоне, поиск смартфона, будильник, который можно установить прямо с браслета, мировое время, кнопка для включения-выключения звука на смартфоне, фонарик, Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки и приложение для фокусировки внимания. В настройках помимо перечисленного можно настроить силу вибрации. К слову, установлен линейный вибромотор с довольно мощной и приятной вибрацией, которая отличается от вибрации Band 8. Также можно включить режим энергосбережения, оптимизировать расход энергии, настроить вспомогательные функции для уведомлений и воспользоваться стандартными настройками. Далее, Bluetooth версии 5.4, NFC в глобальной версии отсутствует. В китайской версии NFC можно использовать для ключей, опять же, но не для оплаты. Хотя, может быть, к тому моменту, как вы смотрите ролик, кто-то и придумает, но я сильно сомневаюсь. Притом повторяюсь, что китайскую версию с NFC на глобальную версию с NFC вы не перешьете, потому что глобальной версии с NFC пока нет. Возможно, появится. Тренировок на борту более чем достаточно. Отслеживание плавания на борту, как и автоматическое определение активности, статистика, активность, вкладка «Бег» с различными шаблонами для бега. К примеру, бег на выносливость, бег на сжигание жира и так далее. Вкладка «Состояние», где отображается тренировочная нагрузка VO2 Max и восстановление. А вот интерактивных режимов в глобальной версии приложения Mi Fitness нет. Встроенного GPS стандартно тоже не завезли. Для этого есть Pro-версия. Навигация происходит за счет GPS на смартфоне. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. Удобно, что есть настройки для тренировок. К примеру, для бега есть возможность выбрать интервальную тренировку, настроить напоминания, автоматическую паузу, включить Pacers AI и так далее. По мониторингу показателей здоровья смарт-браслет может измерять пульс, SPO2, мониторить сон, уровень стресса, также есть витальность, дыхательные тренировки, женское здоровье, но вот аритмию на данный момент браслет не показывает. Пульс измеряет в авторежиме или авторежим с интервалом в 1, 10 и 30 минут. SPO2 работает в перманентном режиме, как и мониторинг уровня стресса. Вручную измерять данные показатели также, разумеется, можно. Графики на браслете отображаются. Ко всему, данный функционал можно настроить прямо с него, что очень удобно. Band 9 по сравнению с 8 версией пульс измеряет слегка быстрее, точнее. Ко всему, по всем измерениям есть заметное улучшение в точности. Но я заметил, что в графике сна на браслете есть определенная иконка, которая на данный момент отображается неверно. Конечно же, если опираться на рендеры в рекламе. Что касается целесообразности покупки бенда для мониторинга показателей вашего здоровья, по моему мнению, Band 9 хорошо измеряет пульс с учетом оптического датчика. Конечно, если вам необходимы точные данные, то лучше покупать смарт-часы, с которыми можно подкидывать нагрудные датчики. Это про спорт. В остальном для общей сводки Band 9 подойдет. Погрешность, если есть, то незначительная. Что, к слову, касается и шагомера. А также отмечу, что у меня браслет мониторил сон, при том, что он лежал в кармане. И это нехорошо. Далее, входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, и быстрых ответов не завезли, что странно. Иконки приложения отображаются, как и смайлики. Емкость аккумулятора больше, чем в прошлой модели. У Band 8 190 мАч, у Band 9 233 мАч. Полный цикл зарядки занимает всего 1 час. По моим тестам, в обыкновенном сценарии использования с Always On Display они живут около 7 суток, что значительно больше, чем в прошлой модели. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, плавать с ними можно, как и принимать душ, но не в горячей воде, а также не советую купаться в соленой воде и ходить вместе с ними в баню. Я, для примера, окунул их в воду, мой экземпляр остался рабочим, что радует. К приложению Mi Fitness Xiaomi Smart
Band подключились без проблем. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета, помимо перечисленного мной ранее, есть магазин циферблатов, и на выбор их более чем достаточно. Есть циферблаты для режима подвески, персонализированные циферблаты, многофункциональные циферблаты игры, персонализированные кликабельные циферблаты, и любую фотографию на заставку установить можно. Также есть настройка мониторинга здоровья и стандартные настройки для устройства и обновления прошивки, и мне обновления уже прилетали. Минусы: заметные рамки у экрана и наличие подбородка, нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками пока. В глобальной версии нет интерактивных режимов, экран имеет хорошую защиту, но все же при неаккуратном использовании на нем быстро появляются потертости и царапины. Есть некоторые проблемы с мониторингом показателей здоровья, а также для кого-то будет минусом, что смарт-браслет работает на системе HyperOS, а не ZepOS. Но с этим, я считаю, нужно смириться, так как все меняется. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, во время распродажи я в самом начале вам показывал, что он стоит, по-моему, 2700, и это прям очень круто, учитывая, что это глобалка. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Мой личный телеграм-канал, где я общаюсь по поводу всего, и что я покупаю, и что я делаю. И телеграм-канал взаимопомощи, где, если вы правильно оформите вопрос по поводу того, какую вам железку лучше купить, вам помогут. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, рекомендовать однозначно за 2700 могу, скорее всего он дропнется даже постепенно за 2500 на какой-нибудь распродаже. В чем его плюс? В том, что вы через подобное устройство реально поймете, нужны ли вам умные часы. То есть, если вы будете использовать его функционал на 100% или хотя бы там на 30, на 20, если он не будет вас раздражать, если вы реально будете следить за здоровьем или вам просто будет комфортно ходить с электронным устройством, которое иногда надо заряжать, притом довольно редко, в отличие от умных часов, которые иногда надо заряжать каждый день, вот вам идеальный выбор. Если хотите что-то дешевле, можно старые бенды брать и потом уже переходить на что-то серьезное. Это, я считаю, лидер рынка по фитнес-браслетам. Насколько он хорош, допиливать есть куда. Будут ли они допиливать, мы прекрасно с вами знаем, что да. Чего нам не хватает, разумеется, бесконтактной оплаты и GPS в подобных устройствах. Поэтому подписываемся на канал с колоколом, не забываем подписаться на телегу скидок. Огромное спасибо за просмотр. Купил OnePlus-овские 2R часы и еще iQOO-шные часы и Vivo-вские часы. Скоро будет обзор, они уже пришли. Повторяюсь, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.